19 Sugar. Слава, а известно, в какой день вы будете писать на Арт-Мире? Это выставка-ярмарка в Нижнем Новгороде, куда я еду вот прям вот-вот. И 26 января в 18 часов будет открытие, и выставка проработает до 4 февраля включительно. Я постараюсь быть все время у своего стенда, и писать мы будем, наверное, каждый вечер после 18 часов, спонтанно все. Посмотрим. Выставка откроется, дело пойдет, я буду еще сообщать вам о своих намерениях вечерних. Но, опять же, у меня все по плану не идет, поэтому уж как выйдет. Василий ДМБ не совсем понял. Даже Бато Дугаржапов сказал, что ритм – это неизвестно для него что. Вы хотите сказать, что он профан в композиции? Фалангов пальцев разные пропорции, размеры. Это ритм или что? Чтобы передать движение, последовательность определенную, спад, возрастание. Ритм не нужен, как в музыке. Я в Аттасе, я тоже. А Бато был лучшего мнения. А он не знает, оказывается, даже, что такое ритм в изоискусстве. Спасибо, что открыли глаза на творчество Бато. Так на творчество я не открывал глаза. Похоже, они у вас слегка прикрыты. Его профподготовку открыл, да? Так. Вы знаете, вообще же творчество – это не о том, что ты знаешь, а о том, что ты умеешь. Есть, например, повара, которые не смотрят в поваренную книгу, не вычитывают рецепты, что в какой пропорции с чем мешать и когда там чего добавлять. Они готовят по ощущениям. У них на автомате композиция, ритмы, сколько там должно вариться, когда закипеть. Они это чувствуют, просто это пропиталось так, что он даже не знает, о чем его спрашивают. Такой повар, я имею в виду. Вы-то, конечно, знаете, Василий ДМБ, тем более. Так вы пришлите свои работы в Телеграм и опишите их с точки зрения ритмов, композиции и прочее. Чтобы попробуйте сделать описание. И напишите, как оно вам давалось, это описание делать. Сложно или легко? Можно ли разложить, я не знаю, лунную сонату Бетховена по косточкам на составные? Препарировать, например, мозг, чтобы увидеть там мысль. Не увидите. Ткани увидите там какие-то. А больше ничего. Ума там нет. А Ирина Солобай пишет: Господи, зачем так перекрутили? Бато мастер, и нужно дотянуться до его уровня, чтобы даже понять его слова. Вы не в силах увидеть его живопись. К нему можно приблизиться через работы. Попытаться понять его слова через работы. Можно немного перевести так, как говорят в художке. Законы нужно выучить, знать и потом забыть, когда это уже станет твоей натурой, твоим вторым «я». Вы же не думаете о том, как дышите. Он творит, как дышит, его рука – это продолжение его чувств, мыслей и видения мира. Да, Ирина, полностью с вами согласен. На мой взгляд, у Бато есть великие произведения искусства такого мирового значения. И если его спросить, объяснить, какие там, я не знаю, ритмы и прочие, разложить на составные, как композиция устроена, конечно, что-то скажет. Как когда-то один интервьюер у Макаревича спросил, а что вы хотели сказать в этой песне? Тот ответил, что, простите, но я могу еще раз спеть. Алик. А что будет, если в монохромную картину в нужном месте цвет добавить для контраста? Да это будет просто шедевр. Конечно. Вообще сдержанно писать любой сюжет, яркий, например, писать сдержанно, а потом как дать в одном месте, ударить сильно. Но это как, я не знаю, волейбол, например, играете подачи, тын-тын-тын, а потом человек как поднимается над сеткой, как хлобысь, и все. Выиграли партию. Чтобы выиграть, нужно один раз ударить метко. Один. Не надо все время бум-бум-бум-бум-бум.
То есть надо как бы обмануть противника, ввести его в заблуждение зрителя и как шарахнуть ему по мозгам каким-нибудь ярким пятном. Ну, конечно, будет в монохромной картине сильный контраст. Особенно, если она разложена по пятнам. Ну вот, они не конфликтуют. Это вообще. Я помню, когда появились книжечки, вот Фершина того же, да, часто его упоминаю, монографии, по-моему, 1961 года, ну, я могу ошибаться, ну, примерно, беленькая книжечка такая. Там только несколько цветных фотографий, ну, иллюстраций, ужасного качества, а остальные черно-белые. Я черно-белые просто смотрел и засматривался, боже, как это все собрано вот в этом ритме, ну, в тональных связях, это вообще с ума сойти, в черно-белых. Так что Гризаль, то есть ЧБ, работа, вообще она полезна для развития видения тона. И тем более, если потом еще в цвете немножечко так сдерживаешься, потом оха, и мазок фактурный цветовой. Это вообще. Василий ДМБ хорошо, что показали на наглядном примере, как распределить большие пятна, как вы назвали, события. И то, что надо мыслить кусками. А подскажите, пожалуйста, каким образом объединить эти куски в единую целостную картину, чтобы был не набор отдельных, связанных между собой пятен, а единое, целое, взаимосвязанное. Но это все равно, Василий, что спросить, как приготовить яичницу, например, вкусно, чтобы было. Во-первых, вкусы у всех разные. И в том числе у повара тоже есть свой вкус. Он по-разному ее готовит. Миллионы вариантов, я думаю, одной яичницы. Миллионы. Ну, конечно же, вы используете, я не знаю, гармонические сочетания цветов, насыщенность, контрастность разную все время, теплохолодность, ну и так далее. Свойства дополнительных цветов, контрастных. Как Ну, допустим, вы все это знаете, все разложили, вас все устраивает. И все равно вам кажется, что это все как-то вот отдельно звучит. Ну, возьмите кисточку большую, зачерпните какой-то краски, например, вот красное на синем, ну, режет глаза, да. Но возьмите этой синий и по красному проведите. Или красную краску и по синей. То есть вы объединяете одно в другое. Оно останется синим и останется красным, но в нем будут элементы, ну, вот, взаимовлияния, если это уместно. Но рецепта я все равно не дам единого, как это сделать. Я помню, Ивета Лохматова, ну, писала вот эту огромную работу, где там женщины, колхозницы, такие улыбающиеся бабы. И не знаю, диплом это был или не диплом, но она сказала, что сначала ее написала довольно-таки контрастно, и они с руководителем порешили поправить ее. И что вы думаете? Переписать всю. Она же там, я не знаю, 4 метра, что ли. Так она говорит, что валиком, по-моему, закатала все белилами. Ну, типа жиденько, что ли. И переписала полегче. Облегчила все. Естественно, все цвета, все пятна связаны, перетекают друг в друга. Гармоническое сочетание между ними найдено пятнами. Не формами, а пятнами между ними. Но в какой-то момент художнику ей показалось, что, или педагогу, я не помню уже, что вот слишком контрастно. Сделали полегче, нет проблем. 4 метра переписать полегче. Мы же по-разному с вами смотрим. Кому-то вот белое, например, к цвету лица кажется невозможно. Или там фиолетовое. Ну, невозможно, это вообще терпеть невозможно. А другой радуется. Вы сами решайте, как объединить. Нужно ли это вообще как-то объединять или нет. Естественно, белое и там есть, и фиолетовое здесь. Но все во взаимовлияниях. Просто это учитывать и, отталкиваясь от реальных цветов, в тоне их собирать и что-то обобщать потом. Обобщение – это самое сложное. И мало кто это умеет делать.
Обобщить — это значит пристально смотреть, что холод там вот сюда бьет, там зелень куда-то еще, не только сюда, еще куда-то. То есть все взаимосвязано и немножечко так вибрирует вот в этих взаимосвязях. Объяснить очень сложно, правда. Если у кого-то подвешен больше язык, напишите, я затрудняюсь. В деле, когда ты пишешь, вот в деле легче, чем рассказать. Друзья, напомню про класс в Санкт-Петербурге 2 марта и еще про класс на Академичке с 8 по 11 февраля. Записывайтесь, на моем сайте есть информация полная. Не забывайте, друзья, отметиться в журнале нужно. Да-да-да, а то этот самый декан не зачтет ваше присутствие здесь. Нажимайте, да, сейчас прямо. В Новосибирске был класс в 2019 году, 25 октября. Ну вот 7-минутный ролик еще предлагаю посмотреть оттуда, как там чего писалось. Натюрморт там был.